Жанр survival появился достаточно давно и до сих пор не оставляет игроков и разработчиков по всему миру. Игры, наполненные крафтом, атмосферой и приправленные открытым миром, очень полюбились многим. Казалось бы, трудно придумать что-то новое и действительно качественно, учитывая тот факт, что многие выживалки так и остаются в раннем доступе. Но в этом видео я бы хотел показать вам топ игр в жанре survival, которые именно я очень жду, поскольку на первый взгляд они выглядят уж очень круто и действительно интересно. Открывает данный топ продолжение нашумевшей игры от польских разработчиков из Techland Dying Light 2 Stay Human. Действия разворачиваются спустя 15 лет после эпидемии, которая практически уничтожила человечество. Динамический игровой мир, который изменяется в зависимости от принятых вами решений. Так, например, от ваших действий по ходу игры будет меняться внешний вид районов. Некоторые персонажи могут стать союзниками, а другие – заклятыми врагами. Прокачка персонажа, крафт оружия, орды зомби, транспортные средства и, конечно же, великолепный паркур, который создавался с привлечением непосредственно основателя этой культуры, француза Дэвида Белля. Фильм «13-й район», если вдруг кто не в курсе. Sons of the Forest — это продолжение оригинальной истории, которая полюбилась игрокам по всему миру. Сюжетные подробности практически отсутствуют, но многие источники сообщали о том, что мы отказываемся в роли Тимми, сына главного героя, которого мы спасали в течение всей первой части. Трейлер рассказывает нам о крушении военного вертолета, показывает более красивую графику, более детализированную анимацию рубки деревьев, огнестрельное оружие и даже дружественного персонажа трехногую девушку. Если в первой части мы просто искали нашего сына, то продолжение явно наполнено анимированными вставками, кат-сценами и сюжетными ответвлениями. Новые монстры, персонажи, вооружение. И обратите внимание на эту потрясающую систему строительства, которая стала еще разнообразнее, красивее, интереснее и эффектнее. The Day Before — это та игра, которая может полностью перевернуть ваши представления об игровой индустрии. Команда разработчиков из Якутска приложит максимум усилий, чтобы реализовать один из самых амбициозных проектов. Постапокалиптичный мир, состоящий из городов и близлежащих деревень, динамическая система погоды, которая включает в себя дождь, снег и даже бурю, которую, естественно, игроку лучше спрятаться внутри помещения, иначе он рискует погибнуть и потерять все свои вещи. Конечно, присутствует смена времени суток, агрессивные зомби, поиск снаряжения, а также система торговли между игроками. Игра в жанре MMO Survival, которая совмещает в себе полюбившиеся многим особенности и фишки из других игр, таких как DayZ, The Last of Us, Days Gone, The Division и, конечно же, Spintires. Обратите внимание на то, как выглядит езда по бездорожью, и если это все будет реализовано так, как показано в трейлере, нас действительно ждет потрясающая игра. Игра от польских разработчиков под названием Adludzie планировалась к выходу еще в прошлом году, но релиз был перенесен на 2021. О данной игре известно немного, но внешне она очень напоминает Green Hell, только не в диких джунглях, а в обычном польском лесу, который внешне максимально привычен любому русскоговорящему игроку. По классике жанра главный герой чудом уцелел после авиакрушения, и теперь ему предстоит выбраться из лесной глуши к цивилизации. Разумеется, для этого ему понадобится добывать еду, воду, строить укрытия, защищаться от непогоды и, естественно, от диких животных. Разработчики рассказывают о наличии как минимум 2 концовок основной истории, и сам факт наличия хотя бы одной сюжетной линии не может не радовать, поскольку в жанре survival это такое нечастое явление. Закрывает наш топ State of Decay 3, продолжение зомби-сурвайвала, который полюбился большому количеству игроков благодаря достаточно динамичному геймплею и системе постройки базы и, конечно, прокачки персонажей. Но в то же время игра словила немало хейта в свою сторону, поскольку однообразие достаточно быстро надоедало.
В третьей части разработчики обещают сделать основной упор на системе выживания, расширении функций строительства и апгрейда базы, разнообразие геймплейных взаимодействий и новый открытый мир, который будет в несколько раз превышать по площади прошлые части игры. А на этом наш топ завершен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем удачи, всем пока.